Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Изолента Лайф. И у нас гость, экономист-политолог Александр Дудчак. Александр, доброе утро. Петр, доброе утро. Поехали. Поехали. Александр, доброе утро. Трофим, доброе утро. И доброе утро, дорогие слушатели. Но мы накануне важной даты. Завтра будет месяц с момента того, как наш президент Владимир Владимирович Путин обратился к народу в 6 утра 24 февраля с обращением, соответственно, о том, что начинается спецоперация. Ну, почти месяц. Александр, к вам вопрос. Может быть, что-то важное, не то что прям итоги, а вот какие-то важные особенности этого месяца вы бы могли заметить, могли на них обратить внимание с вашей точки зрения? Что главное? Какие результаты мы видим сейчас? По-моему, главное это то, что происходит в экономике, в отношениях между государствами. То, что Запад использовал эту операцию как повод для введения всевозможных санкций, для откровенного грабежа. И как всегда, как мы видели во многих конфликтах, то есть они как бы ни при чем. То есть Россия во всем виновата, Россия начала войну, хотя на самом-то деле это действительно был ответ. Ну ладно, это с этим понятно. То, что они там вечно изобретают, значит, кого-то виноватым назначают, хотя, в общем-то, они виноваты были и в войне на Донбассе, и в госперевороте, и в том, что вынудили Россию на вот такие меры. Но самое важное это то, что мы последний уже месяц живем совершенно в другом мире. Потому что прежний мир разрушен, мы не вернемся туда уже никогда. И мы видим это последствия. Даже отношения между странами и государствами уже не будут прежними. Отношения к Соединенным Штатам в мире тоже не будет прежним, хотя бы потому, что они позволяют себе вот так грабить, просто как жулики, как бандиты, уголовники. Ну, украли сейчас по общим подсчетам там более 420 миллиардов это золотовалютных резервов, плюс начинают отслеживать российский след в любых активах за рубежом, и просто их отнимать, там, французы присоединяются и прочее. Вот, по-моему, это самое важное, то, что мы перешли, так как бы не заметив практически, совершенно новый мир. Пытаемся еще натянуть прежние вот эти вот остатки и мироощущения прошлого, перенести его в будущее, но это не конструктивно и не продуктивно. Надо понимать, что мы живем в новом мире и исходить из этого. А как вы думаете, какие перспективы выхода из этой ситуации? Ну вот хорошо, они сломали все собственные правила. Да, то есть они наплевали на право частной собственности, право неприкосновенности там, имущества частных лиц, да и не частных, на государственную собственность, подрубили стабильность собственной финансовой системы, ее надежность, да, то есть золотой запас или как он там, резервы. Теперь любая нормальная страна 10 раз подумает, оставлять ли их в ценных бумагах этих стран. Растоптали, не знаю, там, свободу слова, ну и дальше по списку. Вот вернуться назад, как вы считаете, ведь два пути есть, да, в какой-то момент либо медленно, либо резко они скажут, ну ладно, хорошо, вот мы заключаем договор, новый мир теперь такой, и возвращаемся к старым правилам, вот ваши деньги, заберите, мы тут погорячились слегка. Либо есть путь второй, мир никогда не будет прежним, мы конфискуем у них все, что мы можем конфисковать, кто-то еще, Китай там тоже что-нибудь конфискует, и начнется такая эра, ну, скажем, ну, если не беспредела, то, скажем, слома всех правил и начало строительства новых. Как вы считаете, какой путь невозможно вернуться в прежний мир. Нет теперь уже доверия ни к их слову, ни подписанным бумагам. Самые настоящие там бумаги, самые, как говорил профессор Преображенский, нет такой бумаги, которую они могут подписать, чтобы ей было доверие. Все, проехали. И вы знаете, вот если изменения в мире, которые сейчас произошли, требовали того, чтобы Россия пожертвовала там 400 миллиардами долларов этих золотовалютных резервов, это стоило бы заплатить. Вот я думаю, что это цена вполне приемлемая за то, чтобы Россия теперь не зависела от навязанных правил с начала 90-х годов, ну, миру вообще и России в частности. Мы теперь не обязаны жить по их правилам. Нам просто самое важное — это воспользоваться этой ситуацией. Сделать все возможное, чтобы это пошло во благо. У нас для этого все возможности есть. И да, пока еще, скажем так, Россия тянет до последнего. Судя по всему, да, Россия не применяет все возможные меры, которые могла бы применить, чтобы сделать больно Европе и Соединенным Штатам.
Но, может быть, надежде на то, что все-таки не доводите до абсурда, мы это переживем. Но другим будет сложнее, если и ситуация дойдет уже до края, до полного разрыва. Ну, нам будет все-таки легче, чем тем же европейцам. Ну, американцам будет вообще там катастрофа. Вот, кстати, надо, там кто-то из Африки слушает, ребята, африканцы, собирайте чемоданы, валите в Европу, потому что через полгода это будет сделать невозможно. Вы будете тощие, слабые, вы не сможете нести на себе бутылку воды до парома до какого-нибудь и переплыть уже не сможете. Вот пока есть возможность, бегите в Европу, потому что там вы загрызете кого-нибудь, там, не знаю, какого-то белого человека. Но просто такое впечатление, что в Африке геноцид сейчас устраивают сознательно. Вот, а можете поподробнее, а в чем, какова связь того, что происходит с Африкой? Ну, связь такая, что кроме дорожания энергоносителей, автоматически пошел рост в цене продуктов питания, зерна, да, в принципе, всего сырья сельскохозяйственного. И, конечно, кто кого будет спасать? Африканцы большие потребители того же, да, ну, кстати, и российской пшеницы, ну, там, может быть, не вся Черная Африка, а так Египет, там, в первую очередь. И когда будет голод в Европе из-за сумасшедших цен на топливо, на удобрения, на, в конце концов, уже конечные продукты сельского хозяйства, то кого будут спасать? Ну, в первую очередь, будут спасать европейцев. На Африку эти крошки уже могут и не долететь. Потому что поддерживать их там кормом вряд ли кто будет. Это вписывается, в принципе, в концепцию сокращения численности населения, которую проповедует давно и так скрыто, в общем-то, те же, Господи, начиная от Всемирной организации здравоохранения до международных структур сельского хозяйства, которые этим занимаются, борьбой с бедностью, борьбой с нищетой и прочим. В принципе, это, в общем-то, все было направлено на снижение численности населения. Снижать численность населения будет в том числе с помощью утилизации африканского населения. Так что мир-то весь связан. Подождите, тут вот еще про снижение надо... численности, вот это интересный вопрос. А чем, собственно, африканское население мешает кому-то? Там действительно безумный рост населения. Там, ну, мы знаем, в Нигерии там население, по-моему, выросло не знаю, за последние 30 лет в 2 раза до 200 миллионов. Вот, там есть крупные страны, где действительно колоссальный рост населения. Но мне не очень понятно, зачем его снижать-то? Чем оно? И кто это задумал? Неужели Сорос опять? Нет, они потребляют невозобновляемые ресурсы. Там тот же уголь, нефть, газ, тоже, скажем, это те ресурсы, которые не возобновляются. И рост населения у них действительно достаточно стабильный, такой очень серьезный рост. И, опять же, они в Европу едут, там пытаются, так сказать, наследить. Вот, например, в Южной Африке, насколько я там помню, нам рассказывали местная публика, говорили, что им дают $200 за рождение нового ребенка. $200 как бы деньги небольшие, но для кого-то это смысл завести нового ребенка. И такое есть. И там целые такие поля, где там непонятно из чего собраны эти домики, где местная публика живет. Правда, до экскурсии водят. Вот посмотрите, как мы тут ужасно живем. Дайте а в чем смысл давать им? И кто им дает $200? Как бы государство поддерживает рождаемость, пытается изображать социальное государство хоть каким-то образом, $200 давали на рождение ребенка. Это вот из того, что нам рассказывали, это было, правда, лет 10 назад, наверное. У нас тоже 250 тысяч дают, или сколько, или уже больше? Знаете, у нас что-то как-то не очень. Не хватает. У нас для того, чтобы Россия не растворилась в соседних странах, или там население не умерло через 50 лет окончательно, нам надо хотя бы, чтобы было в семье 2,1 ребенка, это как бы сложно сказать, ладно, на 10 семей 21 ребенок. Но это просто воспроизводство населения. А по идее должно быть хотя бы 3 ребенка в семье, чтобы в России были перспективы для сохранения себя как многонационального народа, как нации в этих границах, чтобы было хотя бы кого-то там из рожденных детей пограничники определять, чтобы они могли границу охранять. Понимаете, а так у нас скоро и на пограничников людей уже не будет. Это реально большая проблема. То есть где-то избыток населения, они пытаются осваивать новые территории и, в принципе, могут, не знаю, в Россию тоже прийти, наверное. А где-то катастрофа с местными жителями. Это в Европе тоже, они же там вырождаются, они же там это все праздник ЛГБТ и гомосятина, извините за грубость. Но это же ведет к тому, что, в общем-то, они вырождаются, и на их место приходят вот те же африканцы, например. Сейчас, по-моему, на их место приходят украинцы в больших количествах. Я думаю, что сейчас украинцы побудут немножко. Датчане уже заявили, что, дорогие украинцы, вы тут на очень короткое время, пока у вас там все не стабилизируется.
как только все успокоится, будьте любезны с чемоданами на выход. Потому что, с одной стороны, украинцы это для крупного капитала это замечательно. И поляки с немцами даже вели определенную борьбу за этих астарбайтеров. Вот, ну, еще буквально несколько лет назад, но после Майдана... Там Польша, там чуть ли не 1,5 миллиона уже находилось до этого. Да, да. Нет, так для крупного капитала это хорошо. Это недорогая, квалифицированная рабочая сила, которая, ну, не все же там бандеровцы, в конце концов. Есть много людей нормальных, которые просто хотят где-то осесть. Сейчас не будет им таких замечательных программ, на которые они рассчитывают. Но может где-то в Германии те, кто первые там приехали и устроились, им там будут пособия еще более-менее выплачивать, все. Сейчас вот те, что понаехали в Польшу, их будут жесточайшим образом эксплуатировать и припахивать. Потому что сказать, ребята, вас тут слишком много. Идите, поторгуйтесь. И борьба за рабочее место будет и украинцев, но, с другой стороны, это, конечно, для экономики Польши, ну, все-таки плюс. Они там, по крайней мере, 1,5–2% ВВП ковали своими усилиями, и немцы бы тоже их не прочь видеть. И даже голландцы говорят, вот смотрите, понаехали, астарбайтеры, замечательно, значит, ну, есть кому работать. Так что в этом плане есть свои плюсы, свои минусы. Но это влечет за собой социальное напряжение, конфликты, потому что эти неуспокоены, они же там едут, они же требуют от всех, чтобы они говорили на украинском языке. Так что со своими лозунгами, кричалками, они же никак таблетки им не дают успокоительные, потому что, наверное, не входят в перечень тех продуктов там, питания и товаров, которым обеспечиваются беженцы. Поэтому... Ну, я думаю, там разные люди есть, и кто-то требует, да, кто-то не требует. И мне кажется, Польша-то, она вон, действительно очень конкретные меры ввела. Они ввели, во-первых, на 3 года разрешение и вид на жительство сразу же. То есть вы 3 года можете там оставаться, если вы беженец с Украины. А если вы остались на 3 года в Польше, пожили, то я думаю, что 90% уже не вернутся, потому что язык украинский и польский, в принципе, близки. Вот, выучить там не так сложно. И людей, которые знают оба, их там довольно много. Действительно, вы правы, работать они умеют, любят. Для них это очень выгодная история. Они как раз, мне кажется, вполне себе довольны. Я не знаю, там датчане чем? Ну, датчан, может быть, маленькая страна, поэтому они не смогут переварить. А в Польше и Германия, да, согласен. Слушайте, а давайте поговорим вот еще по какой теме. У нас завтра же саммит намечается, саммит НАТО на уровне глав государств. Едут все парни собираются. Макрон и Эрдоган, и даже Джозеф Иосифович Байден вот уже чемодан практически сложил, погладил рубашку и собирается в путь. Там ну, будут разные вещи обсуждать, тема-то понятная. Вот, обещают новые санкции. Что вы знаете по этому поводу и как вы думаете, за какими важными вещами нам надо бы последить на завтрашних обсуждениях вот этих вот замечательных людей? Ну, насколько сейчас можно понять, чего они там хотят обсуждать, и с той имеющейся информацией, понятно, 2 основных таких позиции. Это первое, уплотнение своих рядов, коллективное давление на Россию и, скажем так, для стран НАТО, ужесточение существующих санкций в отношении России и, в общем-то, и как они будут дальше действовать в отношении России, чего НАТО как организация военная, военно-политическая будет предпринимать. И второй вопрос это все-таки это вопрос энергетики, потому что Байден с собой тащит специалиста по энергетике, одного из там своих приближенных. Так что вот 2 основных темы – это коллективные действия НАТО как структуры и обещания европейцам по поводу того, что, значит, Америка постарается решить их эти энергетические проблемы. Ну, во-первых, в области военных там усилий. Ну, конечно, для Америки сейчас это просто шикарное время. Наконец-то, да, слепили образ врага уже окончательно. У них же были там определенные моменты, эти проблематичные, совсем недавней истории, когда они не знали, для чего НАТО существует, изобретали новую угрозу в виде там террористической, еще какой-то. Ну, слава богу, слепили уже из России образ врага. Теперь можно настоятельно требовать увеличения военных расходов. Украина для этого подходит вообще идеально. Во-первых, сам по себе конфликт на Украине – это уже повод для увеличения военных расходов, а значит, военно-промышленный комплекс, в первую очередь Соединенных Штатов, будет себя чувствовать шикарно. Ну и для всех остальных стран по цепочке, значит, они сейчас избавляются от старого советского вооружения, передают Украине, по крайней мере, пытаются это делать, но тоже с опаской, потому что Россия предупредила по этому поводу, что, в общем-то, лучше не следует этого делать. Но, тем не менее,
Восточноевропейские страны, у которых было больше этого оружия, избавляются от него, перейдут Украине, не всегда бесплатно. В обмен на это старших братьев по организации получают поддержанное или там какое-то новое, возможно, натовское оружие, вооружение, сделанное в Соединенных Штатах, в первую очередь в Европе, а те уже обновляют, значит, свои запасы и новые заказы получают военно-промышленный комплекс. То есть вот по этой такой пищевой цепочке все скатывается от Соединенных Штатов до Украины, обновляя запасы и принося прибыли корпорациям, производящим вооружение. Ну а второе, это то, что по поводу энергетики, скорее всего, будут американцы убеждать европейцам, что вы не расстраивайтесь, все будет нормально, мы компенсируем, ну, почти полностью те поставки из России, которые Россия сейчас продолжает, невзирая на всю ситуацию, осуществлять по газу, там, по нефти. Но кто сказал, что американцы будут выполнять? Им сейчас самое главное убедить, чтобы европейцы каким-то образом постарались меньше покупать углеводороды в России. Но увеличивая свои поставки СПГ, как бы они ни увеличили, они не могут компенсировать российские газ и нефть. А потом, в конце концов, скажут, ну, знаете, ну, не смогли мы. У нас были планы на зеленую энергетику, там еще на какую-то, на сланцевую добычу углеводородов. Но не все сталося так, как бажалося, как говорят украинцы. Так что в этом плане, я думаю, два основных пункта будут обсуждать. И сказки дедушки Байдена мы еще все услышим. Еще, знаете, замечательная вчера была вообще история. Вы, может, слышали Макфол? Это просто фантастика. И я думал, это... Ну, надо напомнить слушателям, кто это. Да, Макфол — это бывший посол Соединенных Штатов в России. Он вчера выдал просто гениальную вещь. Это, по-моему, заслуживает Нобелевской премии по экономике. Он сказал, что Россия должна продолжать поставлять углеводороды на Запад, но западные страны, которые принимают от Украины нефть и газ, не должны пока рассчитываться. То есть, Куба, да, денег нет. Вы нам газ и нефть давайте, а мы вам пока платить не будем. Ну, по-моему, это потрясающе. Вот, по-моему, вот эту концепцию они будут завтра проталкивать тоже. Ну, у него там мысль была вообще глубока, насколько я понял. Он сказал так, что пускай Россия поставляет, а мы как бы еще посмотрим, платить или нет, а они пусть думают, поставлять в таких условиях или нет, как бы намекая на то, что Россия не может отказаться от поставок даже вот в какой-то призрачной надежде, что им когда-то заплатят. Ну, то есть Слушай, они реально так думают? Ну, это Макфол, он любит эпатировать, он, так сказать, мужчина резкий, так как ни за что не отвечает, но... Понимаешь как, у меня реально создается впечатление, что Запад, коллективный Запад сидит и думает, что Россия без физических поставок энергоносителей не выживет вообще. Ну, во-первых, в Европу. Ну, наверное, да, так и думают. Ну, вот... И вот, понимаешь, у меня в связи с этим возникает вопрос. Вот, допустим, да, они так думают. И дальше. Вот Байден сейчас, как правильно сказал Александр, да, приедет убеждать в том, что нужно переключаться на американские энергоносители, которых в помине нету в нужном количестве, но тем не менее убеждать будет. Так, а что, в Европе деградация аналитики настолько сильна, что они не знают, что Россия, собственно говоря, поставляет не только в Европу, что в США нету этого объема энергоносителей. Они сидят и ждут вот этих вот словесных интервенций, или у них есть, все же есть какая-то аналитика и понимание происходящего в мире? Да нет, вы знаете, там тоже не идиоты живут. И на уровне даже простого населения все прекрасно понимают, чем это может закончиться. Их это абсолютно не волнует. Феномен, в общем-то, нынешней политики европейской, по-моему, заключается в том, что американцам удалось, опять же, это не теория заговора, это, ну, посмотрите, кого они помогают привести к власти. И когда есть попытка привести к власти или там на пост президента поставить нормально меняемого человека, как это было во Франции, там, практически там, того же Строскана, он был кандидатом реально меняемым на пост президента Франции, его, значит, убирают совершенно недипломатичными способами, решают его карьеру. Там все это прекрасное население понимает, но у власти находятся люди, эти политические карлики, которые действуют вопреки интересам своего народа, своей экономики. Они принимают решения. И желтые эти жилеты могут хоть там танцы с бубнами проводить не только по выходным, а круглую неделю. Ну и чего? Ну разогнали их. И что? В общем-то, ситуация будет доведена до абсурда, если все-таки они будут прогибаться. Это тоже интересно посмотреть, поддадутся ли все европейские страны давлению Штатов. Потому что те же венгры демонстрируют самостоятельность, другие страны, там, те же саудиты, там, Венесуэла, там, понятно, Иран сопротивляется сколько лет уже. Будет ли продолжать Европа вот танцевать на задних лапах перед американцами,
убивая свою экономику. Но поддадутся, окей, через полгода вы получаете катастрофу. Если Штаты будут ужесточать санкции против России, но Россия, ну таки в конце концов, как говорил Новак, но мы можем и перекрыть на время и СП-1, ну давайте посмотрим на вашу реакцию. Понимаете, тут уже просто Европа как это, лягушка на столе, которую препарирует, и там электричество подводит, смотрит на реакцию. Вот, по-моему, сейчас колоссальный такой эксперимент проводится над всем Евросоюзом, и смотрим, ну как, ну интересно, вот мы еще здесь вот обрубим. Скажите, пожалуйста, Александр, а наша роль в этом эксперименте какова? Можем мы в итоге поучаствовать в нем или нет? Потому что у меня личное ощущение, что мы пока как-то очень пассивно на это смотрим. То есть мы сидим, ждем, пока они соберут вообще все возможные козыри, и уже даже не козыри, уже там пошли не козырные карты, все сбросят, а что потом? Что мы-то будем делать? Так в том-то и дело, что мы не должны сидеть пассивно на это смотреть, мы должны решать сейчас свои внутренние экономические проблемы, которые напрямую связаны с внешним миром. То есть мы получили возможность оторваться от долларов, но это не значит даже, что если мы начнем принимать оплату в рублях, ситуация изменится просто потому, что мы начали принимать в рублях. Нет, надо в принципе отрываться от долларов даже в формировании курса, не на основании пришедшей в страну иностранной валюты, формировать там объемы денежной массы и курса рубля, но это просто вот как тот же индекс Биг Мака, который говорит, что у нас там рубль 2,5 раза недооцененный, потому что, ну, скажем, формировать его на основе там, корзины товаров, сравнивать, сколько стоит набор продуктов и товаров у нас в стране, за рубежом, и, в общем, на основании этого рассчитывать более такой честный курс. И мы должны решать свою проблему внутреннюю, с кредитованием экономики, с развитием ее. Просто, ну, опять же, возвращаемся там, к действиям Центрального банка. Можно там камень в его огород еще один кинуть, уже только ленивый это не делает, по-моему, справедливо. Потому что, да, должны быть целевые кредиты на развитие и бизнеса, и технологий, и инвестиций. Они должны быть целевые, под минимальные, там, чуть ли не нулевые проценты, но с жестким контролем. Не просто закидать сейчас коммерческие банки деньгами, чтобы они выдавали льготные кредиты мелкому там, и среднему или крупному бизнесу, а это все покрывало за счет государства. И льготные, это почему льготные? Значит, государство датирует эту разницу. То есть получается, что все равно финансовый сектор, у нас спасается только финансовый сектор. Не мелкий, не крупный, не средний бизнес, а исключительно финансовый сектор. Это, конечно, замечательно, но мы сейчас должны просто параллельно решать свои вопросы. Углеводороды, на них спрос будет все равно. И если от них будет отказываться Европа, она сама себе будет копать могилу. В конце концов, деваться ей будет некуда. Но они упустят время и потеряют, скажем, не только там, энергетику, там, литейную там, промышленность, еще какие-то, но и, в общем-то, и производство продуктов питания. И, в общем-то, становится совершенно реальная проблема с обеспечением просто вот едой жителей европейской страны. Я уже не говорю об остальных странах. Ну, такая, по-моему, картинка мрачная для них. А у нас нормально все. Вот вы знаете, если мы на эту ситуацию используем так, как... Ну вот если, используем ли, вообще что будет признаком для нас? Вот мы сидим, два неэкономиста с Петром Алексеевичем, и постоянно слышим если, а вопрос у нас когда? Вот хотелось бы все-таки услышать, вот принимаются хорошие меры по там, спасению уровня жизни там, наиболее незащищенных слоев населения, там еще чего-то, вроде бы как собираются возродить там, авиапроизводство и далее. Просто хочется услышать какую-то концепцию все-таки более-менее меняемую, четкую, чего такие мы делаем в стратегическом плане. Не просто мы там затыкаем какие-то дыры, а то, что мы решаем, как мы решаем эту проблему стратегически. То есть как у нас теперь будет функционировать наша экономика. Я думаю, над этим работают. Не могут над этим не работать. И если пора было бы создать действительно какой-то комитет государственный по обороне и по функционированию экономики в наших реальных условиях, не введение боевых действий только на Украине, не в этом дело, а в том, что вот мы теперь живем в новых условиях нового порядка или там нового мирового беспорядка, вот как мы на это реагируем. Потому что война на Украине — это как бы повод
Но был бы другой повод. Но все-таки сделали поводом войну на Украине. Это все равно рано или поздно должно было произойти. И слава тебе, Господи, что вот у нас теперь есть возможность 20 секунд до новостей. перейти на управление экономикой своими руками, не используя для этого рекомендации, которые нам выдавали на протяжении 30 лет. Все. Спасибо большое, Александр.